Благословенная душа, Бог призывает тебя остановиться. Прямо сейчас, да, в этот самый момент, небеса протянули свою руку и нажали паузовый шум вокруг вас. Среди потока мыслей, дедлайнов, терзающих вашу грудь и безмольного крика, скрывающегося за вашей натренированной улыбкой. Бог говорит: остановись. Пойдем со мной. Всего на мгновение. Но это не просто попытка перевести дух. Нет. Это начало вашей трансформации. Божественное вмешательство. Священные вызовы. Ты двигался, не так ли? Продвигался вперед на дрожащих ногах с колеблющейся верой, притворяясь, что все в порядке, когда на самом деле это не так. Твое тело функционирует как машина, но твоя душа, она устала. Устала ждать. Устала надеяться. Устала выживать. И все же никто не видит, насколько глубока боль, ни твои друзья, ни твоя семья, ни даже те, кто тебя любит. Но Бог видит тебя, Он видел ночи, когда ты молча плакал. Он наблюдал, как ты тайно сражался. Он считал твои слезы, словно жемчужины, упавшие на священную землю. И теперь Он движется. Слушай внимательно, возлюбленный. Этот момент, именно эта секунда твоей жизни не случайен. Нет ничего случайного в том, что ты слышишь. Нет ничего случайного в том, что эти слова проникают в твой дух. Это ваше посещение. Это тот момент, когда Бог Вселенной прорывается сквозь твою рутину, сквозь твою усталость, сквозь твое отчаяние и шепчет: «Хватит выживать. Иди со мной не в страхе, но в вере». Он не просто призывает вас слушать. Он призывает вас следовать. К полагаться снова. К чувствоваться снова. К жить снова. Но прежде чем я расскажу вам, что это значит, и прежде чем я открою вам секрет этой божественной паузы, мне нужно, чтобы вы приняли решение. Не позже. Не после видео. Сейчас. Оставайтесь со мной до самого конца. Потому что то, что вот-вот откроется, изменит все. У вашего прорыва есть структура. У вашего благословения есть закономерность. Но если вы остановитесь на полпути, вы упустите ключ. Это сообщение содержит «Дверь вы молились». И в ближайшие минуты вы поймете, почему все пошло не так, как вы ожидали, и почему-то прямо здесь это поворотный момент, которого вы так ждали. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни моменты кажутся тяжелее других? Почему некоторые дни кажутся длиннее, чем вы можете выдержать? Дело не в том, что вы слабы. Дело в том, что вы на краю. Грань сверхъестественного переворота. Божественная перекалибровка. И давление, которое вы чувствуете, это не наказание, а позиционирование. Небеса устремляются к тебе, потому что из твоей сокрушенности вот-вот родится нечто священное. Но чтобы принять это, не отводи взгляд. Не листай. Не двигайся дальше. Не заглушай зов. Бог говорит: «Я видел, как ты пережил то, что должно было тебя убить. Я видел, как ты славил меня со слезами на глазах. Я видел, как ты сеял, когда твои карманы были пусты. А теперь я все перекладываю». Это не очередное мотивационное слово. Это твой момент божественного передачи. Мир тебя может и не видит. Но небеса видят. И небеса выбрали сейчас, да, сейчас, встретить тебя посреди твоей усталости и поднять тебя в избыток не только финансово, но и духовно, умственно, эмоционально.
Сверхъестественно. Богатство вы никогда не пробовали. Мир, который вы никогда не держали. Радость, которая ждала тебя в тени твоей боли. И начинается она не с действия, а с выбора остаться. Слушать, полагать, потому что прежде чем закончится это видео, вы не только увидите лицо своего чуда, вы обнаружите, что чудо никогда не было далеко от вас. Оно было скрыто на виду, погребено в вашем пути, окутано вашей борьбой. Но теперь пришло время ему проявиться. Раскрыт. Поэтому я умоляю тебя, благословенный, оставайся со мной. Ведь в конце ты поймешь, почему Богу пришлось тебя остановить. Почему ему пришлось прошептать сквозь шум. И почему этот момент – начало твоего освобождения. Вы когда-нибудь просыпались с тяжестью в груди еще до того, как день по-настоящему начался? С этой безмолвной болью, пронизывающей до костей, с ощущением, что вы тащите по жизни бремя, настолько огромное, настолько невидимое, что даже самые близкие не видят его, не говоря уже о том, чтобы помочь нести. Это не ваше воображение, дитя. Это отголоски духовной усталости. И вы должны ясно услышать это. Бог пришел не для того, чтобы требовать от тебя. Он пришел вернуть украденное. Он пришел, чтобы снять этот невидимый груз, бремя, которое никогда не должно было быть твоим. Бывают моменты в жизни, когда кажется, что бедность – это не просто нехватка денег, а отсутствие покоя, удушье мечтаний и медленное угасание надежды. Ты сидишь неподвижно, но твой дух терзается. Ты пытаешься заснуть, но сердце колотится. Ты улыбаешься снаружи, но внутри спрашиваешь себя, смогу ли я когда-нибудь освободиться из этого круга? Дорогой мой, это послание не только для твоих ушей, оно для твоей души. Это божественное вмешательство, священный разговор между небесами и вашим уставшим сердцем. Ты не был создан для того, чтобы быть раздавленным бременем неоплаченных счетов, ожиданием обещаний, которые кажутся такими далекими, улыбкой, молчаливо нарушая свои обязательства. Это не твоя судьба. Это не твое наследие. Это не твой завет. И я говорю это со всей настоятельностью, потому что кто-то солгал тебе. Кто-то убедил тебя, что нести бремя нехватки, неудач, вины – это нечто благородное. Но прислушайся к голосу истины. Бог не хвалится вашими страданиями. Он радуется вашему выздоровлению. Когда вы были созданы по образу изобилия. Обильная радость. Обильная вера. Обильное обеспечение, но враг посеял в вашу почву ложь, которая говорила вам, что Бог забыл, что вы должны зарабатывать Его милость, что твои трудности были доказательством духовной слабости. Нет. Правда в том, что ты сражался с цепями, которые тебе не принадлежат. Ты бежал на ногах, уставших не от расстояния, а от того, что тащил ношу, которая тебе никогда не была предназначена. И вот правда, в которой ты боялся признаться, ты привык к боли. Чувствовать себя таким сломленным стало нормой. Ты перепутал выносливость с судьбой. Но, дитя мое, Бог не просит вас продолжать в том же духе. Он просит вас остановиться, не сдаться, а принять. Восстановиться. Вернуть себе легкость. Снова дышать. Позвольте мне спросить вас кое-что. Когда в последний раз вы чувствовали себя по-настоящему свободным, не только внешне, но и внутренне? Когда вы в последний раз принимали решение, не задыхаясь от страха? Когда вы в последний раз шли, не чувствуя, что каждый шаг отягощен тревогой, долгами, воспоминаниями о неудачах? В этот момент Бог склоняется и касается этих самых ног, тех, что тащили вас сквозь годы безмолвной борьбы. Он говорит: «Довольно. Это не тот груз, который я тебе дал. Это не твое предназначение». И, возможно, вы спрашивали, почему мое чудо отложилось?
Возможно, вы молились и постились, плакали по ночам, платили десятину, даже когда было больно, но все равно чувствуете себя в тупике. Послушайте меня. Иногда Бог не откладывает ваше чудо, чтобы наказать вас. Иногда Он делает паузу, чтобы научить тебя перестать носить то, что тебе не принадлежит. Частично эта задержка – милость. Потому что Он ждет, когда вы избавитесь от этого ложного бремени, чтобы вы могли принять настоящее благословение. Есть божественный порядок в Царстве Небесное. И в этом порядке Бог никогда не призывает изнуренных трудиться без отдыха. Он дает самосеятелю, но и хлеб едокам Он не просто помазывает ваши руки для работы, Он помазывает ваши ноги, чтобы вы ходили свободно. Вы созданы для того, чтобы двигаться вперед с радостью, а не ползать в отчаянии. У бедности есть звук. У несчастья есть чистота. И многие из вас настроены на эту чистоту, сами того не осознавая. Это проявляется в том, как вы говорите, как надеетесь, как планируете. Вы говорите что-то вроде «вечно все идет не так» или «вот так не везет». Возлюбленные, разве вы не понимаете? Это не смирение, это рабство, замаскированное под реализм. И сегодня небеса прорываются сквозь шум, чтобы сказать «ты не проклят». Ты не осужден. Ты не забыт. Но восстановление не происходит без признания. И именно этого Бог от вас хочет, не большего успеха, не большего самоосуждения, а честное признание, признаете ли вы наконец, что устали. Перестанете ли вы притворяться сильным, когда ваша душа истекает кровью? Остановитесь ли вы достаточно надолго, чтобы позволить исцеляющей руке Бога коснуться этих израненных участков вашего пути? Потому что, послушайте это, ваша задача не в том, чтобы тащиться по жизни, только ты не вьючное животное, ты дитя наследства. Царский сосуд. Божественный носитель славы. Ты не создан для выживания, ты создан для сияния. И Бог хочет, чтобы ты получать это правда. Прямо сейчас. Прежде чем мы пойдем дальше. Это боль, которую вы чувствуете. Финансовые трудности, просроченные счета, молчаливое беспокойство перед приближающимся сроком оплаты аренды. Это не просто обстоятельства, это сигнал. Духовное предупреждение. Бог призывает вас выше, но Он не сможет поднять вас, пока вы не перестанете цепляться за бремя, которое Он вам никогда не давал. Этот стыд, который вы несете за прошлые финансовые ошибки, этот страх, что вы никогда не будете достаточно хороши, чтобы преуспеть, это ложь, а не наследие. И Бог избавляет вас от этого точка сегодня. А теперь слушайте внимательно. Потому что то, что будет дальше, имеет решающее значение, вы находитесь на пороге чего-то святого, что-то сверхъестественное. И прежде чем это видео закончится, вам будет дан ключ, божественный ключ, который откроет дверь, в которую вы годами стучитесь в молитвах. Но чтобы получить его, вы должны оставаться со мной. Не прокручивайте. Не спешите. Оставайтесь. Потому что именно здесь все меняется. Это начало твоей новой главы. Слезы, испытания, мучения – все это было подготовкой. К чему? К чему ваше восстановление? И если это сообщение уже затрагивает что-то глубоко в вашей душе, то поставьте лайк этому видео сейчас как пророческий акт. Да, даже этот щелчок может стать маленьким семенем веры. И комментарий ниже. Я готов перестать носить то, что мне не принадлежит. Потому что так же верно, как вы это заявляете, небеса откликнутся, точка восстановления не наступит, а оно уже началось. Но вы должны остаться и ждать, что будет дальше. История вот-вот изменится. И то, что вы сейчас услышите, полностью изменит ваше понимание Божьего плана для вашей жизни. Не пропустите следующее.
Ваше чудо уже происходит. Ваше тело адаптировалось к боли. Ваш разум научился ее маскировать. Вы носите свою усталость, как одежду. Вы просыпаетесь уставшим. Вы улыбаетесь, несмотря на трудности. Вы научились функционировать, не так ли? Двигаться вперед, даже когда каждый шаг кажется цепочкой сожалений, страха и разочарования. Боль стала вашим спутником. И тихо, подсознательно, вы начинаете верить, что так будет всегда. Но я, Господь, Бог твой, видел все это. Ночи, когда ты не могла заснуть из-за тревожной дрожи в груди. Утро, когда ты не могла встать, потому что тебя придавило чем-то тяжелее твоего тела. Я видела, как финансовое давление обвивалось вокруг твоих ребер, словно змея. Я видела предательство, которое до сих пор выливает слезы из твоей души. Я видела, как твоя улыбка превратилась в маску, а твое «все хорошо» стало тактикой выживания. Дитя мое, слушай внимательно. Ничто не осталось незамеченным. Я был там в тишине. В долгих вздохах, которые ты издавал, когда никто не видел. Я был рядом, когда твой дух прошептал то, что твои губы никогда не осмеливались произнести. «Боже, где ты во всем этом?» Когда ты начнешь действовать? А теперь позвольте мне отвести вас к купальне Вифезда, к месту в Иерусалиме, где боль была нормой, где страдания были ожидаемы. И все же, именно в этом месте потайная дверь открылась. Человек пролежал у этой купели 38 лет. 38 лет страданий. 38 лет наблюдения за исцелением других. 38 лет промедления, разочарования и упадка. А теперь остановитесь. Не спешите проходить эту цифру, 38 лет, как долго ты носил свой. Прошло 5 лет с тех пор, как ваше сердце разбилось, и вы так и не оправились. 10 лет с тех пор, как долг начал расти и не уходит. 20 лет попыток доказать свою ценность людям, которые ее даже не видят. Этот человек и эта забытая, парализованная душа не приполз к Иисусу. Он не подал весточку. Он не молился громко. Он не дал о себе знать, но Иисус пришел прямо к нему из всех людей, и Иисус прошел мимо остальных и встретился взглядом с этим человеком. Почему? Потому что Бог всегда видит боль, которая засела так глубоко, что больше не кричит безмолвные страдания. Спящие сны. Хроническая боль. И Иисус задал ему вопрос. Странный вопрос. Вопрос, который пронзил глубже плоти. «Хочешь ли ты исцелиться?» Почему он спросил об этом? Конечно, этот человек хотел исцеления, не так ли? Но вопрос был не о теле, а о сердце. Слои выученной беспомощности. Оправдания, созданные для защиты от разочарования. Знакомство с болью, ставшие частью вашей идентичности. Правда в том, что боль может стать настолько постоянной, настолько громкой и в то же время незаметной, что она становится частью вашего самовосприятия. И я спрашиваю вас сейчас, хотите ли вы исцелиться? Не просто утешение, не просто временное облегчение, но преображение, перестройка. Хотите ли вы, чтобы ваше сознание изменилось? Хотите ли вы, чтобы ваши шаблоны были разрушены? Хотите ли вы, чтобы ваша душа вернулась туда, где когда-то жила травма? Или вы выстроили теологию вокруг своего рабства, говоря себе, что такова жизнь? Видите ли, мужчина у бассейна ответил так же, как ответили бы многие из нас. Не «да», а пояснил: «Сэр, мне некому помочь, кто-то всегда добирается туда раньше меня». Другими словами, он перечислил
почему он не был исцелен, не если он хотел быть. И я снова вас спрашиваю, что вы оправдываете вместо того, чтобы сдаться? За какие причины вы держитесь? Почему вы все еще сломлены, все еще застряли, все еще напуганы? Я здесь не для того, чтобы винить вас. Я здесь для того, чтобы освободить тебя. Потому что вот что сделал Иисус дальше. Он проигнорировал оправдание, логику, годы отчаяния и просто приказал: «Встань, возьми свою циновку и иди», без предупреждения. Без церемонии. Без постепенного нарастания. В один священный момент трансформация его исцеления не происходила поэтапно, оно происходило постепенно, точка слова. И то же самое я говорю сейчас о тебе. Рост. Ты слишком долго жил с болью, которую, как ты думал, заслужил. Ты слишком долго выживал с горечью, которую не мог выразить. Ты слишком долго молча плакал за закрытыми дверями. Но Бог бассейна, то Бог исцеления, то Бог, который восстанавливает то, что травма пыталась стереть, что Бог снова говорит. Он не лечит вас. Он не лечит симптомы. Он проникает глубоко. До корня. До самого часть тебя, которая приспособилась к одиночеству, к мышечная память стыда, к нейронные пути недостатка и недостаточности, это не поверхностное освобождение. Это не временное спасение. Это начало развала. Это священная реконструкция. Ваше богатство начинается не с денег. Ваше богатство начинается не с имущества. Ваше наследство начинается с целостности, потому что целостная душа может нести божественное изобилие, дух, который восстановился, может принимать Божье обетование, сердце, исцеленное от травмы, становится плодородной почвой для чудеса. Позвольте мне спросить вас, сколько раз вы видели, как другие шли к благословению, пока вы оставались парализованными? Как часто вы говорили: «Это не для меня»? Как давно вы верил в Боге, но перестал ожидать, что Он будет действовать за ты? В вашем ожидании нет ничего постыдного. Но в этом моменте есть более глубокая истина. Тебя никогда не забывали, тебя никогда не забывали. Задержка не была отрицанием, и она была подготовкой. Это было милосердие. Потому что то, что я делаю в тебе сейчас, это не временное исцеление, но постоянная трансформация. А трансформация требует времени, боль – это не просто сигнал, это сообщение, он говорит о местах, к которым нужно прикоснуться. И я, твой Бог, не боюсь идти туда. В эти места даже ты перестали навещать. В уголках твоей памяти, где все еще живет горе. В мышцах твоего тела, где дремлет стресс. В мышлении, которое приняло дефицит и нормировало выживание. А что, если я скажу вам, что вам нужно не просто исцеление, вы были избраны для целостности? Потому что быть целым – это не значит избавиться от ран. Это значит перестать быть границами. Речь идет о возвращении своей территории, своего покоя, своей радости, своих возможностей, своей уверенности. Речь идет о том, чтобы освободиться от того, что вас сдерживало. Так же, как тот человек в Бетезде, вы исцеляетесь не только для себя, этот человек взял свой коврик, публичный знак своего прошлого, и пошел в свое будущее. И вы тоже будете ходить по-другому, вы тоже будете нести в себе свидетельство сверхъестественного. Вы тоже покажете, на что способен я, ваш Бог, когда вы наконец перестанете объяснять и начнете принимать. Но вот в чем напряжение. Всегда найдутся причины не выходить из дома, всегда будут воспоминания о неудачах, шепчущие «не пытайся снова». Всегда будет духовная усталость, говорящая «слишком поздно». Но я не обращаюсь к вашему прошлому, чтобы определить ваше будущее. Я – Бог прорыва. Бог настоящего. Бог этого момента. Я не прошу вас чувствовать себя достойными.
Я прошу вас поверить в мою готовность, что я видел тебя. Что я помню точный момент, когда впервые пришла боль, и с тех пор ищу ее истоки. И теперь я действую. Не нежно. Не частично, но с силой. С огнем. С окончательностью. Потому что враг хотел, чтобы вы были не просто бедны деньгами, но и нищими духом. Он хотел парализовать вашу надежду. Он хотел задушить ваш потенциал. Но я говорю вам, уже нет. Я разрушаю соглашения, которые ты заключил с печалью. Я разрываю заветы, которые ты неосознанно подписал с недостойностью. Я отменяю ложь, гласившую, ты всегда будешь чувствовать себя так. Дитя мое, ты не создан для эмоционального изгнания. Ты создан для наследства. Ты был создан для благословения. Ты был создан, чтобы ходить в богатстве не только в финансах, но и в видении, цели и всеобъемлющем мире. Ты был создан, чтобы испытать полноту моего завета. Не только когда-нибудь. Не только для других, но для тебя. Это не фантазия. Это ваше чудо. И оно уже началось. Вопрос в том, подниметесь ли вы, когда я скажу «встаньте». Откажетесь ли вы от того, что годами определяло вас? Откажетесь ли вы от потребности понимать каждую деталь, чтобы получать? Потому что мне не нужна твоя логика. Мне нужно твое «да». Так скажи же это сейчас. Прошепчи это сквозь боль, если нужно. Произнеси это сквозь дрожащие губы и глаза, полные слез. «Да, Господи! Исцели меня!» Пусть это будет дверь. Пусть это будет ключ. А обо всем остальном я позабочусь. Возможно, ты ждешь фейерверка. Возможно, ты ждешь трубного звука, когда небо разверзнется, когда небеса закричат «Теперь твое время». Но исцеление Божье начинается не так. Чудо, которого ты жаждешь, прорыв, о котором ты тайно молил, не всегда приходит с шумом. Все начинается, дитя мое, в тишине. В тихих местах. Все начинается в те короткие мгновения, когда никто не видит. Шепот мира посреди хаоса. Смягчение твоего сердца по отношению к человеку, которого ты поклялся никогда не прощать. Ослабление хватки страха в твоей груди не с криком, а словно таяние льда под теплым утренним светом. Вот так я прихожу к тебе. Ты ждешь, что я ворвусь в твою дверь, но я уже в комнате, переставляю вещи, счищаю паутину с твоего духа. Ты просишь огня, но я сначала посылаю ветер. Легкий ветер. Тот, что колышет занавески и заставляет тебя снова взглянуть. Вот так мое исцеление начинается тишиной. Не отсутствием. Тишиной. Священной тишиной, где мой дух проникает глубже всего. Местом, где семя прорастает под землю еще до того, как коснется солнечного света. Где клетки твоей жизни начинают восстанавливаться. Именно там я начинаю свою работу. А теперь остановитесь и подумайте, как часто вы принимали тишину за неудачу. Сколько раз вы принимали мир за бездействие. Мир научил вас, что результаты должны быть немедленными, что перемены должны быть заметными и громкими. Но я говорю вам, секрет истинные изменения сначала едва заметны, самые мощные прорывы не пробивают ваш потолок. Они рождаются изнутри, из вашего сердца, от твоей готовности перестать противиться мне. Чувствуете ли вы напряжение в теле? Сжатость в душе? Именно там благословение было заблокировано. Вы так долго сжимали кулаки, что даже благодать не могла проникнуть внутрь. Но я здесь.
Я освобождаю то, что вы заперли. Медленно, но верно. Я развеиваю страх, который формировал ваши привычки, разрушаю ложь, сковывающую ваши решения, и распутываю гордыню, отравляющую ваши молитвы. Это мое исцеление, плавное, непринужденное. Мягкое, не слабое. И здесь лежит моральная дилемма. Готовы ли вы отказаться от своих ожиданий относительно того, как я должен вас благословить, чтобы получить благословение, которое я на самом деле предназначил для вас? Вы стремились к прорыву, но одновременно возводили стены. Вы хотите, чтобы мои богатства, но вы держитесь за свою бедность как за самоидентификацию. Вы просите чуда, но ты боишься перемен. Ты молишь о изобилии, но живешь так, будто недостойно. Поэтому я спрашиваю тебя прямо, дитя, от чего ты действительно готова отказаться? Не только от своих финансов, но и от своих убеждений, от своих эмоциональных моделей, от своего молчания, когда я прошу тебя говорить, и от своей речи, когда я прошу тебя быть спокойной. Потому что вот правда, которую вы еще не полностью приняли. Бедность – это не просто нехватка денег. Это состояние сердца, и богатство – это не просто избыток, это поток. Когда мой дух свободно движется через тебя, через твои мысли, тело, отношения, дисциплину, веру, тогда ты богат еще до того, как это отразится на банковском счете. Но дух бедности процветает в сопротивлении. Сопротивление прощению. Сопротивление исправлению. Сопротивление доверию. Сопротивление сиянию. Сопротивление повиноваться тихому подталкиванию Святого Духа. И пока вы сопротивляетесь, вы остаетесь связанными, даже если я уже послал вам ключ. Потому что сопротивление – это жесткая шея, которая не дает ярму упасть. Позвольте мне прояснить, я не наказываю вас, я готовлю вас. Это тяжесть в груди, не осуждение. Это я настраиваю ваше сердце на его божественный ритм. Священное смягчение. Это я вхожу, как свет входит в темную комнату, не с шумом, а с ясностью. Тьма не спорит со светом. Она исчезает. И теперь наступает контраст, ты должен ясно видеть. Внутри тебя борются два духа, дух скудости и дух обещания. Один говорит: береги то немногое, что имеешь. Другой говорит: сейте и смотрите, как я размножаюсь. Один говорит: ты уже упустил свой шанс. Другой говорит: это задержка, твоебожественная установка. Один говорит: ты всегда будешь таким. Другой говорит: я творю все новое. Ты должен выбирать, возлюбленный. Не один раз, а каждый день. Каждой мыслью, каждым словом, каждым действием. Позвольте мне предложить вам гипотезу. Что, если твоя задержка была не отрицанием, а божественным планом? Что, если то, что ты считал наказанием, на самом деле было защитой? Что, если я утаил то, чего ты хотел, потому что твое сердце не было готово принять это, не превратив в идола? Что, если я не опоздал, а сделал это намеренно? Подумайте об этом. Вы молились о том, чтобы дверь открылась, но я укрепляю ваши ноги, чтобы вы могли пройти через это. Ты хотел, чтобы я устранил препятствие, но я укреплял твою выносливость, чтобы перелезть через него. Не чудо, это не отсутствие трудностей, а ваша трансформация внутри них. Вот как судьба имеет форму. И вот где избыток рождается. Но если вы будете упорно видеть только внешнее, вы упустите внутренний сдвиг, который предвещает ваш грядущий прорыв. Вы посмотрите на выписку из банка и скажете: ничего не изменилось. Но взгляните еще раз, ваш дух изменился. Ваша молитва изменилась. Ваш позамягче. Это доказательство моей руки. И теперь я должен вам рассказать привилегированные знания, большинство не слышит.
враг атакует не то, что умирает, а то, что пробуждается. Он чувствует, когда страх ослабевает в твоем сердце и врывается с еще более громким шумом, чтобы отвлечь тебя от мира, который я несу. Но мир – твое оружие теперь. Тишина – твой щит, точка доверия, ваш новый язык, точка не потому, что все выглядит по-другому, а потому, что ты разные. Поэтому позвольте мне спросить вас прямо и не отвечайте слишком поспешно. Действительно ли вы готовы получить благословение, о котором просите, потому что, чтобы принять, нужно открыться. А чтобы открыться, нужно освободить сжатые части своей души. Это не сделка, это трансформация. И все начинается с малого. Настолько малого, что вы будете склонны не обращать на это внимания. Смягчение вашей реакции на оскорбление. Мягкий толчок к прощению того, что глубоко ранило вас. Подталкивание к действию, даже когда вам кажется, что у вас ничего не осталось. Это не совпадение. Это первые признаки движения там, где раньше была скованность, теперь течет. Это я, Бог, меняю твой внутренний мир. Ребенок, урожай зарождается в сердце еще до того, как коснется поля. И вы уже прорастаете. Вам не нужно чувствовать это, чтобы это было правдой. Вам просто нужно доверять я. Твоя вера не подтверждается, когда расступаются воды. Она подтверждается, когда ты стоишь на берегу, подняв посох, и ожидаешь, что море придет в движение. Это твой момент принятия решения. Продолжишь ли ты оценивать меня потому, что видят твои глаза, или, наконец, позволишь мне вести тебя потому, что ты видишь, Дух знает? Пора изменить то, как вы реагируете на тишину. Не паникой, а доверием. Вот это и есть перемена. Вот где начинается чудо. Вы ждали землетрясения, но я прихожу шепотом. Вы молили, чтобы буря прекратилась, но я уже. Успокаиваю, ты – это и есть истинное исцеление. Видишь ли, дитя мое, я не просто хочу изменить вашу ситуацию, я хочу преобразовать-то, и это требует смирения. Это требует мужества. Это требует отпустить то, как вы думали, что это произойдет. Это требует смягчения, отпускания, принятия. Все, что мир говорил тебе как признаки слабости, на самом деле является проявлением огромной силы. Итак, я снова спрашиваю вас, что вы выберете? Продолжите ли вы бороться или позволите мне течь через вас? Будете ли вы цепляться за контроль или подчинитесь моему плану? Продолжите ли вы сопротивляться или позволите моей благодати привести вас к легкости, потоку, исцелению, избыток? Потому что дверь уже открыта, ключ всегда был внутри тебя. И теперь, если ты позволишь, чудо будет течь. Не взрывами, а божественным, тишина, которая лечит то, что никогда не могла исцелить громкость. И там, где когда-то была боль, ты снова пойдешь. Не хромая, не волоча ноги, а плывя. Это, дитя мое, это чудо. Послушай, возлюбленный мой. Ты, кто ждал, боялся, сомневался. Ты, кто стоял на пороге своего чуда, не зная, сможет ли твоя дрожащая нога сдвинуть небеса. Услышь это, я, Господь, Бог твой, не требую твоей скорости, не требую твоего совершенства, не ищу силы шуга твоего, но согласия сердца твоего. Я создал звезды без твоей помощи. Я создал горы и разделил море без твоего участия. Я повелеваю легионами ангелов, и все же, за чудо, которое я приготовил для тебя, я жду лишь одного. Согласия. Ни совершенства, ни подготовки, ни исполнения. Просто «да». Шепота веры.
Трещины в твоем страхе достаточно широкой, чтобы сквозь нее прошла моя слава. Ты слишком долго верил, что твой шаг должен быть безупречным, чтобы быть достойным. Но это секрет, который враг скрыл от тебя. Моя дорога не проложена впереди тебя. Она проложена под тобой и ни секунды раньше. Ни дюймом раньше. Пока ты не осмелишься оторвать ногу от надежной почвы того, что тебе знакомо. Это, дитя мое, и есть врата к божественному благословению. Этот шаг – ключ. Ваш разум, возможно, все еще борется. Ваше тело, возможно, все еще болит. Ваш банковский счет, возможно, все еще задыхается. Но ваше сердце, твое сердце знает мой голос. И мой голос взывает не к скорости, не к силе, а к согласию. Даже если он дрожит. Даже если он плачет. Даже если он едва поднимается выше шепота. Я чту слабое «да», потому что я сильный. Ты не строишь благословение, я его создаю. Ты только ходишь. Теперь наклонись и не позволяй своей душе отвергнуть то, что я скажу дальше. Урожай ждет тебя за следующим послушанием. Урожай исцеления. Урожай восстановления. Урожай богатства не только в деньгах, но и в смысл, направление, отношения, мир, когда даже мир. Я выпрямлю кривые пути под твоими ногами. Но ты должен двигаться. Я не жду твоей готовности. Я жду твоей капитуляции. Вы приняли молчание за отсутствие. Вы решили, что задержка означает отказ. Но мое молчание не было наказанием. Это была подготовка. Я выравнивал то, что ты не мог видеть. Защищал тебя от того, чего ты не знал. И я не забыл своего обещания. Я не отвел глаз от завета, который мы разделяем. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. Мой завет с тобой все еще дышит. Пусть эта истина укоренится в глубинах вашего существа. Вера не требует, чтобы вы бежали. Она требует только шуга, и я встречу тебя там, где ты сейчас. Среди твоей боли. В хаосе твоих финансов. В мучительном одиночестве, которое никто не видит. Именно там я проложу тебе путь. Прямо там, под вашим следующим актом послушания. Некоторые из вас ждут полную карту. Стратегию. Всю лестницу. Но я не даю чертежей, я даю обещания, я не открываю все сразу, потому что если бы я это сделал, вы бы зависели от плана, а не от моего присутствия. И это мое присутствие, это преображает тебя. Ни план, ни предсказание точка мне. Если вы слушаете, если что-то в вашей душе сейчас пробуждается, это не эмоция. Это не случайность, это я, это ваше подтверждение. Вам не было предназначено сотворить чудо. Вам было предназначено его принять. Но принятие требует согласованности. Согласие. Один шаг. Это ваш акт веры. Позвольте мне сказать прямо, вам не нужно быть готовым к тому, что вас выберут, только вам не нужно быть богатым, чтобы быть готовым к богатству. Вам не нужно быть совершенным, чтобы получить исцеление. Ваша ценность не определяется тем, чего вам не хватает. Ваша судьба не ограничена вашим промедлением. Благословение уже написано вашим именем. Но проявление этого благословения ждет вашего движения. Всего один шаг. Одна молитва. Один выбор снова довериться мне. Один акт прощения. Одно семя послушания. И когда ты сделаешь этот первый шаг, каким бы неровным он ни был, я встречу тебя своим святым огнем. Не осуждение, а преображение. Не отвержение, а восстановление.
Я построю путь под твоими ногами не раньше, потому что вера должна идти, чтобы обетование воскресло. Вы можете сказать: «Но, Господи, что, если я упаду?» А я отвечаю вам: я уже знаю, где ты упадешь, и я создал там милосердие. Моя благодать – твоя подушка. Моя любовь – твоя сеть. Мой завет нерушим. Не жди, пока твой страх исчезнет. Иди, несмотря на него. Это вера. Это смирение. Так материализуется исцеление. И послушайте, исцеление – это не только исцеление тела. Исцеление – это исцеление души. Исцеление – это когда я перестраиваю вашу личность с мой оригинальный дизайн исцеления. Это когда я беру твои разрозненные части, твою вину, твою скорбь, твои изнурительные усилия и собираю их заново в мир, превосходящий понимание, это тоже богатство. Это тоже изобилие. И это тоже ваше наследование. В моем царстве нет никаких задержек. Только божественное время. И вы достигли своей цели, настал час. Настал момент. Я изливаю благословение, не только чтобы утешить вас, но и чтобы вооружить вас. Вы не просто получаете. Вы становитесь. Становитель судна прорыва. Носитель обетования. Носитель священного масла. Мое масло. Не преуменьшай то, что ты чувствуешь сейчас. Этот толчок в душе. Это тепло в груди. Этот трепет, который ты не можешь объяснить. Это я, это моя святая рука над твоей жизнью. Я прикасаюсь к тебе прямо сейчас. Я возбуждаю воды внутри тебя. И скоро ты шагнешь, и когда ты это сделаешь, ты увидишь дорога под тобой, как живое свидетельство. Вы не пропустили. Повторяю, вы не пропустили это. Дверь все еще открыта. Окно все еще доступно. Наследство все еще в силе. Я не заменил тебя. Я сохранил тебя. И теперь я отпускаю тебя. Богатство, которое я для тебя накопил, не ограничивается деньгами, оно услуга, это. Ясность – это отношения восстановлены, это семена, умножающиеся на полях урожая. Это не шумиха. Это святая истина. Слово мое не возвращается тщетным. Мои обещания да и аминь. Я не человек, чтобы мне лгать, и не человек, чтобы мне менять свое мнение. То, что я говорил тебе в тайне, я исполню явно. Но ты должен сделать первый шаг, каким бы неуверенным, как бы опоздавшим, как бы усталым ты не был. Я никогда не просил тебя делать это в одиночку. Я с тобой. Я иду впереди тебя. Я иду за тобой. Я иду рядом с тобой. Вы никогда не идете навстречу чуду. Вы идете вместе с Творцом чудес. Это благословение. Это завет. Это ваша реальность. Верьте в это. Шагните в него. Итак, позвольте мне спросить вас сейчас, согласитесь ли вы? Двинетесь ли вы? Доверитесь ли вы дороге, которая появляется только тогда, когда ваши ноги осмеливаются подняться? Потому что все скоро изменится. В тот момент, когда вы говорите «да», атмосфера вокруг вас начинает меняться. Цепи ослабевают. Небеса начинают откликаться, потому что согласие – это божественный толчок трансформации. Тебя не наказывают. Тебя ставят на место. Тебя не забывают. Ты бесформированный. Каждый сухой сезон, каждый неотвеченный вопрос, каждая закрытая дверь – все это работало в лоне моего времени. И вот роды окончены. Пришло время родить судьба. К наследству. К благословению. К наследию. Но сначала соглашение.
Это твое приглашение, дитя мое. Ослабь давление. Заставь замолчать голоса стыда. Отвернись от бури и посмотри на меня, скажи «да». Сделай шаг и смотри, что я сделаю. Смотри, как я двигаюсь. Смотри, что открывается. Потому что благословение, которое я высвобождаю, не зависит от твоего совершенства. Оно коренится в моем непоколебимая любовь. Сейчас комментарий ниже. Я согласен с небесами. Выскажите это. Провозгласите это. Соответствуйте слову и сердцу. Пусть ваше признание станет вашим подтверждением. Когда вы это произносите, небеса слышат его. Атмосфера меняется. Благословение приходит. Я согласен с небесами, пусть эти слова льются из твоих уст, из твоего сердца, из твоего духа. Потому что твой прорыв ближе, чем ты думаешь. Твой чудо движется. Дверь формируется. Дорога появляется. Слава не сходит. И для этого нужно было всего лишь один шаг, даже нерешительный. Вы его взяли. Теперь смотрите, урожай оживает. Возлюбленный, закрой глаза, не просто глаза в голове, но глаза в сердце. Успокой свой дух. Ибо то, что сейчас произойдет, не просто повторение обычных слов, но священное соединение с небесами. Это не просто молитва, это раскрытие Божественного Завета. Ты стоишь на святой земле, и небеса тебя слушают. Бог увидел то, чего никто не видел. Он видел тебя, когда ты был скрыт болью. Он наблюдал, как ты шел сквозь бури без зонтика, без плеча, на которое можно опереться, без голоса, который бы тебя ободрял. Мир, возможно, и не заметил тебя, но Бог, твой Создатель, твой Хранитель, твой Искупитель, никогда этого не делал. В Библии сказано: 1 Царств 16, 7 запятая, человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И Он посмотрел на твои. Он увидел твои слезы, когда ты никому не рассказал. Он записал каждый вздох. Он собрал каждый плач, как фимиам, в золотые чаши перед своим престолом. Небеса молчали, но они не отсутствовали. И вот, Дитя Божье, время молчания закончилось. Время тихого терпения было взвешено на весах, и чаша весов небес склонилась в твою пользу. Тот же Бог, который видел Агарь, плачущую в пустыне, теперь говорит тебе: «Я Эль-Рой». Бог, который видит, и Он не только видит, Он отвечает. Он исцеляет. Он восстанавливает. Давайте помолимся. Отец милосердия, хранитель обещаний, Бог сокрытых. Сегодня мы предстаем перед Тобой с трепещущими сердцами. Не потому, что сомневаемся, а потому, что потрясены. Потрясены осознанием того, что Ты был рядом все это время. В боли, в тишине, в те дни, когда мы едва могли дышать. Ты видел. И не только видел. Ты вспомнил. Так же, как ты вспомнил Ноя, когда воды потопа окружили его, так же, как ты вспомнил Анну в ее безмольных муках, так же ты вспомнил и своего ребенка, который смотрит на это сейчас. Господи, я возношу эту возлюбленную душу, этот сосуд, который Ты избрал и втайне облагораживал. Того, кто продолжал идти, даже когда ноги подкашивались. Того, кто держал Твое имя, когда все остальное ускользало сквозь пальцы. Боже, вознагради их стойкость. Пусть сила, о которой они не подозревали, теперь расцветет божественным урожаем. То, что было слабостью, становится силой. Да, Господь. Эта молитва не только об исцелении.
Она реставрация, это для восстановления их достоинства, их идентичности, их чувства принадлежности. Потому что, пока они шли одни, их никогда не бросали. И теперь им больше не нужно будет скрывать свои шрамы. Их боль станет платформой, с которой воссияет твоя слава. Как написано в 2 Коринфянам 12:9, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То, что мир называл неудачей, ты теперь называешь основанием. То, что отверг человек, ты искупил. И поэтому мы заявляем, этого ребенка больше не определяют страдания, а завет, которая была выкована в этих страданиях. Божественный обмен происходит прямо сейчас. Из глубины их отчаяния рождается наследие и славы. Господи, напомни им, что путешествие-подготовка никогда не было напрасным. Каждое испытание – резец скульптора. Каждая задержка – божественная пауза. Каждый крюк был тренировкой. И вот награда не просто внешняя, но вечная. Они уже не те, кто начал этот путь. Ты превратил их путь в пророчество. Ты дал им силу терпеть. А теперь ты даешь им силу ключ, чтобы открыть то, что уготовило терпение. Да, это та дверь, которую ты давно обещал. Та, которую они забыли ожидать. Та, на которую они перестали надеяться. Но ты, Боже, никогда не забываешь. Ты хранишь обещания в небесном хранилище и отпускаешь их, когда сердце готово. И это сердце готово. Бог не только видит тебя, Он поддерживает тебя на каждом новом шаге. Итак, Отец, мы молимся о будущем, о шагах, которые еще предстоит сделать. Окружи этого ребенка божественной стратегией. Назначь помощников судьбы. Распредели ресурсы. Возбуждай благосклонность. Пусть они ходят не в страхе, но с дерзновением того, кто знает, что они унесенные по завету. Твое слово говорит в Псалом 37, 23, 24, «Господом направляются стопы доброго, если он упадет, не разобьется, ибо Господь поддерживает его за руку свою. Поддержите их сейчас. Поддержите их мечты. Поддержите их финансы. Поддержите их семью. Пусть ничто из того, что им действительно принадлежит, не будет потеряно в этот период. Верните это. Верните это. Выкупите это. Пусть их история станет свидетельством. Пусть их путь станет для кого-то руководством к выживанию. Пусть их шрамы станут проповедью. Пусть их молчание станет криком славы. Пусть награда за их тихое послушание будет так велика, громкий, что даже их враги должны сказать: «Это была рука Божья». Мы запечатываем эту молитву во имя превыше всякого имени. Иисус – Восстановитель, Награждающий, Дверь, Ключ, Начало и конец. Аминь. Ты достаточно долго блуждал в тенях. Свет нашел тебя. Оставайся там, где льется нефть. Впереди тебя ждет нечто большее. Итак, услышь меня, дитя Всевышнего, больше не нужно тащить себя по жизни. Этот период закончился. То, что удерживало тебя, больше не сможет удержать тебя. Потому что Бог не просто освободил тебя, Он перестроил тебя. Дорога впереди не хрупкая и не непредсказуемая. Она была изготовлена на заказ для тебя. Запечатлен в вечности. Вплетен в твою судьбу. И каждый твой шаг не риск, а откровение. Чем больше ты идешь, тем больше небеса откроют тебе. Ты становишься сопровождаемый в изобилии. Никакая боль, никакое прошлое, никакие воспоминания, никакие ошибки не смогут остановить путь, проложенный для вас небесами.
И если Бог его построил, никакой дьявол в аду не сможет его разрушить. Вы не идете в неизвестность, вы идете по божественному замыслу. И у этого замысла есть только одно направление – вперед. Возможно, вы не чувствуете себя квалифицированным. Возможно, у вас все еще есть шрамы. Но эти шрамы – знак того, что вы не потерпели поражения. Они свидетельствуют о том, что вы преодолел. И теперь вы свободны, восстановлены, искуплены, призваны, избраны, покрыты. Итак, вот вам приглашение, возлюбленные, не позволяйте вашему преображению остановиться на этом. Пусть оно будет здесь, где оно будет расширяться. Оставьте комментарий ниже и расскажите нам, какая часть сегодняшнего послания затронула что-то в вашем духе? Что Бог прошептал вам во время нашей молитвы? Мы хотим услышать от вас, потому что ваш голос – часть этого путешествия. И если вы еще этого не сделали, подпишитесь на этот канал. Не только чтобы не пропустить следующие сообщения, но и потому, что это пространство создано для тебя. Вы принадлежите этому священному кругу веры. Вы принадлежите там, где истина течет, как живая вода. Где ваше имя известно не людям, а самому Богу. Он может открыть больше. Больше излить. И в следующем эпизоде мы углубимся в то, как поддерживать чудо, как только вы его получите. Вы были готовы. Теперь пришло время сохранять благословение. А пока продолжайте идти. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать. Потому что дорога впереди не только безопасна, а на помазанный ей он был построен для ты.